Привет! Ты на канале Streamerl, игровом канале Nintendo тематики. Все про консоли, игры и все, что с этим связано. Я Олег, а это Switch OLED. И с сегодняшнего дня я начинаю серию роликов про данную консоль. Эта консоль попала ко мне напрямую из компании Nintendo, представительства России. Это случилось каким-то чудесным образом, я до сих пор не могу в это померить, но что произошло, то произошло. О том, как это случилось, я тебе расскажу чуть позже, а сейчас давай все-таки поговорим о непосредственно этой консоли. Это уже третья ревизия консоли Nintendo Switch, да, третья. Почему третья, я сейчас скажу. Первая выходила в 2017, это самый первый Switch, который увидел свет. Вторая ревизия вышла в 2019 году. Это консоль с улучшенным энергопотреблением за счет нового процессора, который установлен был в ней. И вот третья ревизия Nintendo Switch OLED. Ты меня можешь спросить, а где же Nintendo Switch Lite? Nintendo Switch Lite это не Switch. Это не Switch, это другая консоль, у которой должна была быть вообще другое название должно было быть у этой консоли. Но Nintendo почему-то назвала ее Switch Lite. Хотя Switch там... Что там переключать? Нечего там переключать, там даже настройки яркости нету. Ну ладно, у меня в принципе есть ролик про Nintendo Switch Lite, можешь посмотреть. Про эту консоль. Чем она отличается от предыдущих двух ревизий? Тем, что у нее, собственно, улучшенный экран, он другого типа и он больше по размерам. Увеличена память в 2 раза, вместо 32 гигабайт 64 гигабайта. И есть еще ряд изменений, о которых я тебе чуть дальше расскажу. А сейчас я предлагаю просто-напросто переместиться в твой любимый формат говорящих рук и распаковать эту красотку, посмотреть, что внутри, и включить ее. Пришло время посмотреть, что внутри у этой красотки в коробке. Хотел сказать, у этой красотки под юбкой, но так как у нее юбки нет, поэтому будем смотреть, что в коробке. Встречает нас сразу планшет и 2 белых красивых джойкона. Пока отложу это в сторону, будем смотреть потом всю эту красоту. Хочу посмотреть, что в комплекте, может быть там что-то изменилось, может что не изменилось. Так, это HDMI кабель, обычный, 1 штука. Так, это у нас, я даже не знаю, как они называют эти штуки правильно, но это для джойконов такие вот накладочки, да, которые помогают тебе превратить джойкон в более удобный маленький геймпад с такими кнопками сверху. 2 штуки. Держатель для джойконов, чтобы превратить 2 маленьких джойкона в один такой относительно большой джойстик для удобства. Так, и адаптер питания. 1 штука. Еще в нижней секции в коробке лежит док-станция. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Вот такая вот красивая беленькая док-станция с глянцем внутри. Есть Nintendo Switch OLED, который по цветам похож на стандартный Switch, там с красным, синим неоновыми джойконами и черной док-станцией. И Nintendo прислала вот такую беленькую консоль, за что ей огромное спасибо. Задняя стенка претерпела изменения. Сейчас она вот так вот отламывается, я бы так это назвал. И в этой док-станции внутри нет USB-порта, но вместо USB-порта есть LAN-порт. То есть в док-станцию встроен уже LAN-адаптер для проводного подключения к интернету. Кстати, зачем они сделали вот эту крышку отдельную, не знаю, можно потерять же. Сделали бы, как было раньше, вот так вот тык-тык-тык-тык. Очень удобно было в предыдущей ревизии. Ну ладно, может быть это дизайнерская задумка. Здесь также остались 2 USB-порта на торце. Индикатор питания. Ну и, собственно, все. Больше здесь в док-станции ничего у нас нет. Теперь давай поближе посмотрим на джойконы и на саму консоль, на сам планшет. Джойконы белого такого матового цвета. Выглядит, конечно, эффектно, прикольно, красиво. Цвет очень интересный. Они матовые, не глянцевые, но в принципе глянцевых джойконов я еще не видел никогда и нигде.
Очень стильненько, гламурненько. Красиво. Ну и сама консоль наша, в которой все и находится. И дисплей, и процессор, и чего только здесь нет. Достаем, смотрим. С виду это больше похоже на какой-то Samsung Galaxy Note 15 с очень большим экраном. Прям вообще супер. То есть, если ты помнишь, обычный Switch, когда его берешь просто, у него экран такой серый и видно. А здесь все такое черное, монотонное, глянцевое, красивое. Кстати, Nintendo говорила вроде, что они пленку наклеили сюда сразу на экран, на этот, ее снимать нельзя, но кто их знает. Ладно, проверим потом, попозже. Вот с виду консоль выглядит так. Сверху у нас регулировка громкости, собственно, отсек выдува горячего воздуха, слот для, собственно, картриджей. Угу. Здесь пазы для джойконов. Снизу, кстати, как ты видишь, да, динамики они вниз переместили, чтобы вот этот экран, эта вся часть была монолитная и ничего лишнего здесь не было. Ход, конечно, дизайнерский хороший. Так, снизу у нас отсек для, вернее, гнездо для дозарядки и вот такие вот штуки, чтобы консоль держалась в док-станции либо на специализированной подставке. А, еще здесь вход для наушников, где он? Вот он здесь находится. И сзади консоль выглядит совершенно по-другому, нежели предшественник. То есть, если ты помнишь, в старой консоли была такая маленькая страшная подставка, которую даже я ни разу не использовал. Если использовал, то молился, чтобы консоль не упала. Здесь сделано все по уму. Как это открывается, сейчас посмотрим. О, открывается с усилием, с натягом, то есть на соплях не болтается. Максимальный угол. Ого, вот такой. Прикольно. То есть из такого положения максимально лежачего можно перевести в максимально стоячее, и консоль будет очень устойчива на поверхности, потому что имеет очень широкую подставку, широкую область опоры. А это что, пластик или это, блин, такое ощущение, что это металл, но на самом деле это металл. Представляешь, металлическая подставка. Сейчас я попробую на зуб. Да, подставка из металла. Прикольно. То есть Nintendo не пожалела, да, материала дорогого и сделала эту подставку металлической. Это не пластик, ребята, это металл. Слушайте, это круто. То есть здесь какой-то механизм замороченный есть у этой подставочки. То есть они хорошо поработали над этим. Но хочу вам сказать, Nintendo надо было это делать прямо в самом начале. Когда только консоль первую ревизию запускали, нужно было вот такую подставку делать в самом начале запуска консоли Nintendo Switch вообще в людях. Вот. Кнопка включения. Так, прикольно. Как ты видишь, наверняка на экране есть некий шум, шим, как его точно называют. Сказать не могу. То есть справа налево идут вот такие вот полосы. Когда я смотрю на консоль своими глазами, я этих полос не вижу. Камера у меня снимает 60 кадров в секунду, но я вот вижу вот эти полосы, и ты тоже их видишь. Это не брак, то есть в реальной жизни ты такого наблюдать не будешь. Так, этот звук, который мне очень нравится. И цвет, соответственно, отображается белый. Блин, вот это, конечно, экраны. Не экран, а экранище. Давай настроим с тобой консольку. Есть, в принципе, все то же самое. Выбираем регион, все дела. Далее поиск сетей.
Кстати, видел там инструкция, да? Инструкцию видел? Потому что здесь поставка совсем уже другая. То есть, когда включаешь switch обычный, там поставка вот такая ущербная маленькая. А здесь уже в инструкции поставочка более широкая. Угу. Я бы, конечно, портировал пользователя с предыдущей консоли, но пока этого делать не буду. Сейчас создадим просто нового какого-нибудь Марона создадим. Да, вот я вот наблюдаю экран и вижу, что красный цвет, он реально более насыщенный, чем у предыдущей консоли. Настройка завершена. Классно. Так, получаем мы что? Получаем мы пустую консольку. Сейчас я так вот в руки возьму, чтобы все это ближе наблюдать. И было все интересно нам и понятно с тобой. Сейчас мы посмотрим в настройках, что тут еще добавили или не добавили. Вот смотри, обновление системы готово. Давай обновим консоль, посмотрим. Да, вот эти полосы, конечно, справа налево очень-очень видны на экране телефона. По крайней мере, на видео я не знаю, будут ли они записаны, но, скорее всего, будут. Но когда я смотрю на консоль своими глазами, я ничего этого не вижу. Так, консоль у нас включилась, обновилась. Запустить. Запустить. Так, идем в настройки и смотрим про систему. Обновление 13.00, это последнее на данный момент обновление с поддержкой Bluetooth наушников напрямую, без всяких адаптеров. Вот смотри, управление данными. Память системы 54,9 гигабайт свободно. Вот, яркость экрана. Автоматическая яркость, если выключить, ой, блин. Экран прям очень яркий, не знаю, насколько хорошо это будет на солнце смотреться, но посмотрим. Солнечные дни, конечно, закончились. У нас уже давно осень на носу, вернее, как у нас уже на носу зима, осень в разгаре. Вот смотри, насыщенность экрана консоли. Это не повлияет на насыщенность экрана телевизора в режиме ТВ. То есть насыщенность можно на консоли стандартной поставить и высокую. Но при высокой насыщенности, естественно, краски более сочные, как мне кажется, но не намного. Поставлю пока стандартную. И в процессе тестирования, там недельки-две, посмотрю, насколько это все удобно, клево, классно, и потом тебе расскажу. Да, люфты также остались. Также остались люфты джойконов в непосредственно присоединенном виде к консоли. Эти люфты были и на предыдущих версиях консоли Nintendo Switch первой ревизии и Nintendo Switch второй ревизии. Сейчас я быстренько сбегаю за картриджем и посмотрим, как какая-нибудь игра запустится на этой консоли. Итак, нашел я Mario Kart в быстром доступе под рукой. Сейчас его и воткнем. Запускаем без обновления. Оно нам зачем? Оно нам вообще не зачем. Это, конечно, сложно передать словами, но большой экран — это круто. Nintendo, почему вы сразу такое не сделали? Скажите, пожалуйста, почему? Почему вы заставляли нас играть все это время на каком-то дисплее маленьким по размеру, менее насыщенным, менее ярким? Почему вы так с нами поступили? Зачем? Очень здорово, когда черный цвет — это черный цвет, а не серый цвет. Ну, я Mario Kart на самом деле не знаток, сейчас я прокачусь тут, посмотрим, что как. Я даже не знаю, как тут дрифтить. О, вот так, понятно.
Честно, у меня этот карик есть, но я вообще в эту игру не играл так усиленно на Nintendo Switch. Я играл усиленно очень на GameCube в Mario Kart и еще на Wii играл. Да, это вам, конечно, необычный Switch. Здесь все намного серьезнее, ярче и красочнее. Наверное, придется теперь все игры, которые я прошел, еще раз перепроходить на Nintendo Switch OLED, потому что очень красиво, очень ярко, очень красочно и очень интересно. Несмотря на то, что экран увеличился, а разрешение не увеличилось, какого-то либо дефекта, да, в виде каких-то пикселей, лесенок я особо не наблюдаю. То есть картинка как была хорошей, так она и осталась хорошей. Я очень увлекся и забыл тебе сказать о том, что слот для карты памяти теперь находится вот здесь. То есть карта, если раньше ставилась вот так, вертикально, сейчас она вставляется горизонтально. Настало время охренительных историй. Рассказываю, как эта консоль попала ко мне. Попала она ко мне следующим образом. Как-то давно, когда на моем канале только стукнуло 1000 подписчиков, это было там в апреле-мае текущего года, я решил написать компании Nintendo, спросить, а не хотите вы ли, ребята, со мной сотрудничать? Интересно ли вам взаимоотношения с такими мелкими там ютуберами, да, для продвижения ваших каких-то бренда, там, может быть, вы игры будете давать там на обзор и прочие разные штуки. Вот, на что мне ответили, что аудитория у тебя маленькая, поэтому бартерные условия тебе предложить не можем, и, собственно, ничего тебе не можем дать, вот можем только предоставить код для использования в мире Nintendo. Но, как ты знаешь, мир Nintendo на текущий момент не работает в том виде, в котором он должен работать, поэтому и кода или коды тоже уже не работают. Так вот, я решил посмотреть на ютубе, да, всех других российских блогеров, увидел, что им там разослали консольки эти, увидел даже тех людей, у которых там по 500 подписчиков, по 1000 подписчиков, им тоже компания Nintendo выслала консоли. Я подумал, а чем я хуже? И написал им, я не помню какого числа, в общем, сегодня 22 число, когда снимается ролик, а я написал им, по-моему, числа 20 и 19 и пишу в том же письме, в котором они мне отвечали еще там в мае. Говорю, здравствуйте, так-то, так-то, мой канал вырос, вы там всем консоли присылаете, а мне не присылаете, как-то обидненько, и мне тоже пришлите. На что они ответили, присылай адрес, мы тебе пришлем. Я просто похлопаю. Вот к этому уже стремиться. Но хочу вам сказать, если вдруг бы компания Nintendo мне не прислала, а консоль все равно у меня была бы. Почему? Потому что я оформил предзаказ еще очень давно в 2 магазинах, в одном предоплатил, внес предоплату за эту консоль, в другом без предоплаты можно было оформить. Почему я так сделал? На всякий случай. Мало ли что бывает. У одних поставщиков могут не завести, могут завести у других позже. В общем, я решил перестраховаться, заказал в 2 магазинах. В одном заказал за деньги, в другом заказал без денег. В итоге, когда вот эта вся история с Nintendo произошла, я, естественно, во всех магазинах заказы отменил, не потратил, значит, сэкономил. А сэкономил, значит, заработал. Ты был на канале Streamerl, игровом канале Nintendo тематики. Если ролик понравился, поддержи лайком. Если не подписан на канал, обязательно подпишись и не забудь прожать колокольчики, чтобы получать уведомления. Я на этом с тобой прощаюсь. Пока и до новых встреч.